Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 16 ноября, мы проводим промежуточный выпуск. И я сразу в начале нашего выпуска хочу вам предложить в комментариях к этому выпуску оставить свои вопросы. На самый популярный из этих вопросов в пятницу я отвечу, и выйдет наш большой выпуск с ответами на вопросы. Я также хочу сказать, что в понедельник вышел выпуск ответа на вопросы для подписчиков Patreon. В Patreon наше сообщество растет, но там я имею возможность ответить практически на все поставленные вопросы. И каждый человек, который задает вопрос в Patreon, получает ответ на свой вопрос. Я понимаю, что сейчас подписаться на Patreon с территории России непросто, но варианты есть. Найти эти варианты несложно. Можно прогуглить, попытаться найти удобный для вас вариант подписаться на Patreon. В обычном формате я отвечаю на самые популярные вопросы. Поэтому еще раз предлагаю вам оставить свои вопросы в комментариях к этому видео. А также поставить лайк к тем вопросам, которые вы считаете наиболее актуальными. Я имею в виду к тем вопросам, которые задают другие люди. Для того, чтобы эти комментарии вышли в топ, и для того, чтобы я их увидел и ответил на них. Еще раз предлагаю вам подписаться, тем, кто хочет получить конкретный ответ на свой вопрос, подписаться на наш Patreon. Этим вы помогаете нам материально и получаете компенсацию в качестве прямых ответов на ваши вопросы. Так, это практически все, что я хотел сказать. Да, если вы поддерживаете нашу деятельность, поставьте сразу лайк к этому видео. И мы начинаем. Итак, мы сейчас с вами обсудим те темы, которые появились с нашего последнего выпуска. Ну, давайте, наверное, сначала обсудим телефонные звонки Владимира Путина, довольно знаковые звонки. В прошлую пятницу Путин общался по телефону с президентом Центральноафриканской Республики. Здесь у Путина, что называется, шкурный интерес. На территории Центральноафриканской Республики находятся тайники с материальными ценностями и денежными средствами, которые принадлежат президенту России Владимиру Путину. На сегодняшний день там немного менее 15 миллиардов долларов. Довольно существенная сумма. Также Центральноафриканская Республика рассматривается Путиным как один из возможных вариантов собственной эвакуации. Эвакуации президента Путина и его семьи. Это не основной вариант. Основные варианты все же связаны с Россией. Есть надежда и в случае турбулентности, что удастся, есть надежда у Путина, еще раз подчеркиваю, что удастся стабилизировать ситуацию, и он считает, что может удержаться у власти, но также и готовит дополнительные варианты. Президент Центральноафриканской Республики в телефонном разговоре сказал, что все в порядке, ситуация в стране стабильна, бойцы ЧВК контролируют склады, контролируют ситуацию, помогают удержать ситуацию в Центральноафриканской Республике стабильной. Были там относительно недавно определенные волнения были подавлены. И сейчас вроде бы ничего не угрожает действующему режиму в Центральноафриканской Республике. Также я хочу напомнить, что в Центральноафриканской Республике существуют лаборатории биологические, которые принадлежат российскому руководству. Там ведутся секретные разработки, в том числе и модернизируются некоторые вирусы. Мы об этом уже говорили, об этом можно почитать у нас в телеграм-канале, в наших материалах. Также Путин поговорил в субботу по телефону с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Ну, здесь основная тема переговоров была поставка вооружений. Патрушеву фактически отказали, в мягкой форме, но отказали. Патрушев пытался поторопить и договориться во время визита в Иран, извиняюсь. Патрушев пытался договориться о поставках иранских баллистических ракет с пусковыми установками, конечно, и иранских дронов. Даже иранские дроны сейчас не так сильно интересуют Россию. Украинские ПВО научились довольно эффективно справляться с иранскими дронами.
если я не ошибаюсь, во время вчерашней атаки массированной на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, все 10 иранских дронов, которые были запущены с территории Российской Федерации, были сбиты. И опять-таки, возможно, у меня не совсем точная информация, но та информация, которую я получил из открытых источников, эту информацию, еще раз подчеркиваю, я получил из открытых источников, так как Путину не всегда сообщают правду, что касается бомбардировок Украины. Это было замечено уже не раз. Так вот, в открытых источниках украинская, по крайней мере, сторона утверждает, что все 10 иранских беспилотников были уничтожены. Ну, это, вероятно, стоит верить, потому что, потому что не сильно настаивает российская сторона на поставках именно беспилотников. Просят в основном баллистические ракеты и пусковые установки к ним у Ирана. Иран тоже ведет себя довольно хитро, пообещав незначительную часть беспилотников. Возникает вопрос о поставках именно пусковых установок для баллистических ракет. Сами баллистические ракеты, вроде бы, опять-таки, по мнению иранского руководства, не проблема поставить, проблема с пусковыми установками. Дело в том, что по пусковым установкам, которые довольно специфичны, можно доказать, да, причастность Ирана к поставкам вооружений России. Чего Иран хотел бы на сегодняшний день избежать. По своим каким-то внутренним причинам я в этот вопрос не вникал. И опять-таки для того, чтобы в него вникать, надо хорошо разбираться в иранской проблематике. Для этого надо посвящать этому вопросу довольно много времени, разбираться. Из той информации, которая поступает российскому руководству, а я опираюсь именно на эту информацию, руководство Ирана согласилось на поставки баллистических ракет с некоторой отсрочкой в количествах не тех, которые запрашивает Российская Федерация, извиняюсь, даже не Российская Федерация, а руководство Российской Федерации. Путин хотел бы большие объемы баллистических ракет, собственные запасы так называемых высокоточных ракет заканчиваются, и надо чем-то воевать, надо чем-то громить энергетическую инфраструктуру Украины, по крайней мере, именно такие планы у Путина. И для этого, конечно, нужны ракеты. Иран пообещал пусковые установки весной следующего года. Путина это категорически не устраивает. Без пусковых установок запуск баллистических ракет практически нереален. Без специфических пусковых установок, которые находятся во владении, в Иране, извиняюсь. Поэтому Путин позвонил лично президенту Ирана Ибрахиму Раиси и лично уговаривал того ускорить процессы. Президент Ирана вроде бы пообещал помочь, но насколько будет эффективна эта помощь, сказать довольно сложно. Иран очень специфическая страна. Мы знаем, что у российского руководства очень непростые отношения с руководством Ирана. Были и трения, были и времена большой дружбы и сотрудничества. Очень часто эту большую дружбу и сотрудничество пересирала именно российская сторона. Сейчас ситуация вроде бы партнерская. Но как ведут себя иранцы как партнеры, мы с вами тоже прекрасно знаем. Довольно хитрые люди и поступают всегда исключительно в своих интересах. Российские интересы всегда отставляя на второй, а то и на третий план. Так, теперь мы с вами обсудим вчерашний массированный обстрел Украины, массированный ракетный удар по территории Украины, по энергетической инфраструктуре. Таким образом, Путин отказался фактически от мирного предложения, которое ему поступило. Мы об этом рассказывали у нас в телеграм-канале. Путину поступило мирное предложение на не тех условиях, на которых хотел бы заключить мир Путин. Некоторое время Путин раздумывал, но потом решил даже не выносить этот вопрос на Совет Безопасности. Немного проведя консультации с представителями руководства силового и военного блоков, Путин вынес собственное решение. Оно заключалось как раз в отказе, в своеобразной форме отказа от мирного соглашения, от мирного предложения. В мирном предложении было указано, что любое повышение эскалации
а массированный ракетный удар, безусловно, является повышением эскалации. Любое повышение эскалации будет расценено как отказ от мирного предложения. И условия фактически будут аннулированы. Путин таким нехитрым способом отказался от мирного предложения. Путин считает, что можно выкарабкаться другим способом и ценой меньших потерь. На мой взгляд, это глупое решение и далеко не перспективное. Путин будет пытаться продолжать давить на Запад, будет пытаться раскачивать ситуацию. Он любитель блефовать, практически ничего не имея на руках, он будет пытаться склонить Запад на ограничения в поставках вооружений. Для этого он уже высказал, еще раз повторяю, именно президент России Владимир Путин высказал идею, что надо качать НАТО. Раскачивать НАТО с его стороны довольно рискованная идея. Я понимаю, что большинство стран НАТО категорически не хотят войны, категорически не хотят ссориться с Россией. Этим пользуется Путин. Именно на это он будет делать упор. Но опять-таки терпение многих стран не безгранично. И те методы, которыми действует Путин, я думаю, что вызовет в лучшем случае раздражение, в худшем случае я считаю, что возможен конфликт России и НАТО, прямой конфликт. Путин будет раскачивать, конечно, через своих партнеров Турцию и, по крайней мере, через тех, кого он считает своими партнерами, Турцию и Венгрию, пытаясь дестабилизировать ситуацию, и с их помощью, и путем диверсии на территории этих стран. Путин уже запустил ряд спецопераций, которые должны помочь ему в плане расшатывания ситуации в НАТО. Также будет действовать путем раскачивания ситуации в Польше и в странах Балтии. Для этого будут использованы возможно, вернее, еще раз, я гарантировать, конечно, ничего нельзя, потому что есть в Главном управлении Генштаба возможность все через жопу все сделать, извините за грубое выражение, и сорвать любую операцию. С другой стороны, в планах и диверсия на территории ряда стран, в том числе европейских, в том числе входящих в блок НАТО. И чем это все закончится, мы увидим, я думаю, что уже в ближайшие несколько месяцев. Опять-таки, у Путина 7 пятниц на неделю, и сегодняшняя идея может легко завтра быть заблокирована. Поэтому будем смотреть на происходящее и думаю, что в ближайшее время мы увидим много интересного. Безусловно, было отменено, безусловно, Путин отмел и предложение американской стороны не предложение, а ультиматумы американской стороны о спорном статусе Крыма. Я напомню, что в мирном предложении было учитывать на протяжении 7 лет спорный статус Крыма. В это время должны были идти переговоры. Но был предупрежден отдельно Путин во время общения Нарышкина с Бёрнсом, главой ЦРУ. Нарышкин, это я напомню, директор службы внешней разведки Российской Федерации. Так вот, Бёрнс предупредил, что любые попытки эскалации приведут к тому, что предложение спорного статуса Крыма будет аннулировано, и западные партнеры будут требовать немедленного возвращения Крыма Украине. Немедленного, полного вывода войск и немедленного возвращения. Путин сыграл ва-банк. Я считаю, что этим он проиграл. Но, опять-таки, жизнь вносит свои коррективы. Будем смотреть, что происходит и как именно будут развиваться события. Давайте теперь немножко обсудим ситуацию с Пригожиным, с публичной казнью некоего Евгения Нужина. Я думаю, что вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Вернули пленного, во время обмена пленными вернули Евгения Нужина, который был в ЧВК.
вернули российской стороне. После этого, через какое-то время, вышел ролик, в котором нужно казнили. Казнили довольно таким варварским способом. Размозжили ему голову кувалдой. И что вызвало, конечно, бурю эмоций и обсуждения в социальных сетях. Э, м, Интересно, что председатель Следственного комитета Бастрыкин напрямую позвонил Пригожину, пытаясь не выяснить обстоятельства убийства нужно, а пытаясь выяснить, зачем нужно было афишировать и почему Пригожин не посоветовался. Пригожин послал на 3 веселых буквы открытым текстом. Бастрыкина вообще не воспринимает он его как действующее лицо, не воспринимает как центр влияния, не как действующее лицо, извиняюсь, как центр влияния. Что, конечно, возмутило Бастрыкина, тот пожаловался Путину. Путин не проявляет никаких эмоций по этому поводу. Бастрыкин не получил сатисфакции, никаких, извиняюсь, от Путина успокоительных слов, просто принял к сведению. Просто к сведению. Конечно, Путин использует Пригожина и Кадырова как противовес силовикам. Путин опасается в последнее время того, о чем мы регулярно говорим, так называемого ГКЧП 2.0. Путин понимает, что для него основная угроза в этом плане исходит именно от представителей силового блока, поэтому он развивает альтернативу силовому блоку. Это как раз Пригожин и Кадыров, которые критикуют прежде всего военное начальство, но и яро ненавидимы как раз представителями силового блока. Дело в том, что надо понимать, силовики это все-таки часть путинской власти, это каркас путинской власти. Создавая противовес каркасу своей собственной власти, своей собственной системы, Путин расшатывает эту систему. Мы видим, насколько Пригожин становится фактически и практически неуправляем. Ему дали всего небольшую свободу, а он проявил себя в этих рамках гораздо глубже и гораздо смелее, чем можно было себе представлять. Пригожин становится самостоятельной фигурой. Он чувствует необходимость в собственной персоне. Во-первых, он необходим на фронте с тем, как он ведет дела со своими ЧВК. У него не одна ЧВК, надо сразу сказать, потому что люди заблуждаются, утверждая, что у него только ЧВК, так называемая ЧВК Вагнера. Он финансирует и другие ЧВК, являясь фактически их руководителем. И на фронте он, конечно, Путину необходим. Плюс он необходим как фактор внутренней политики, как раз в противостоянии с силовиками. Пригожин чувствует свою значимость и ведет себя довольно дерзко, фактически развивая собственный политический проект. Понятно, что пытаются взять под контроль этот проект и администрация президента, и сам Путин пытается сделать так, чтобы все было под контролем. Но, поверьте, все довольно быстро выходит из-под контроля. И что касается Пригожина, здесь, на мой взгляд, Путин крупно просчитался. Очень крупно. Скоро это будет видно невооруженным глазом. И Путин очень серьезно пожалеет о своем выборе. Но это будет немного позже. А сейчас ситуация развивается вообще интересным образом. Я уверен, что к нашему следующему выпуску будет довольно много интересных событий, которые мы с вами обязательно обсудим. Так, на сегодня все. Оставляйте свои комментарии к этому видео, свои вопросы, извиняюсь, в комментариях к этому видео. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Также поддерживайте нас подпиской на Patreon, спонсированием этого канала. И есть наши криптовалютные кошельки, также не забывайте. Я хочу сказать, что мы вас любим, это искренне. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже в ближайшее время. Я надеюсь, что это будет пятница. Я сделаю выпуск ответа на вопросы. И, конечно, наш воскресный выпуск итогов недели с бывшим разведчиком-нелегалом Сергеем Жирновым не заставит себя ждать. В воскресенье в наше традиционное время, уверен, выйдет выпуск и все будет в порядке. Так, все. Был рад слышать, был рад, вернее, находиться с вами это время. Я надеюсь, что это взаимно.
Всего доброго. До свидания.